traditional Filipino. Yeah. Вот здесь juice, вот Ice, ice cream. ice cream, small banana, small jackfruit, small nata, small beans, mainly. Then milk, sugar. Mix many with ice. With ice. Hello. In Thailand, I'm not seeing halo-halo. Традициональное филиппинское мороженое. Original. Same ice cream? No? No. But I have ice cream too. Banana not ice, then put ice cream. А в соседнем магазине мороженое начинается от 20 песо. И 35 есть. Мороженка. Here we have combo with it. Комбинированные. Я думаю, сюда будем приходить питаться. Принесли, не скажу, что много, но нормально пойдет. Че? А вот. Mix the spaghetti. What to think? Год в пакете без соуса. Томату. Вот традиционный филиппинский шедевр пробуем. Все филиппинцы знают это и кушают с удовольствием. Это хало-хало. Хало-хало. Yeah. Oh, you see? You buy in I Thailand see like ice this. cream. You see, you buy like this. Здесь ice cream? Yeah. Где ice cream? Здесь мармеладки какие-то. Not ice Здесь cream. банан какой-то. Здесь Milk. лед с молоком. И воздушная, как кукуруза или что это? Steam corn. Да, похоже на воздушную кукурузу. Желе. Желе. Gelatin. Банана. Yes. Бананы. Лед с молоком и мороженка. Окей. Холо-холо микс. Here, jump. Джакфрут? Yeah. Wait. Small only. She look jackfruit have two. Little bit. Микс такой, холо-холо. Я думаю, I think delicious. Take another like Она миксует это все в единую массу. В единую массу все примешивает. Я почувствовал лед с молоком. not too much Не сладкий. sugar. Видимо, надо еще мороженое размешать. Тогда будет сладко. Такая вкусняшка. Филиппинская. Кстати, не очень сладко, но, наверное, смотря как делают. Like go in your
country in Если бы побольше сахара добавили, как они любят, то было бы сладко. Но нам это и не надо. Нормально. Такое мороженое на филиппинский лад. Миксованный. Халло. Необычно, но интересно. В общем, попробовать стоит. Да, попробовать стоит. what? Okay. Нормально. Okay. Окей. That's in Thailand. Кстати, этот шедевр именно здесь 70 песо. Здесь тоже принт можно сделать. У нас такой вот коридор есть. И номер собственный. Ну что, обычный номер, в общем-то, с 2 кроватями за 1000 песо в день. Ну, я заказывал одну, но получилось 2, как-то так. Проблемы с интернетом были, и я все обговаривал на ресепшн. Короче, уговорил дать пароль, который они только внутри их действует, став внутри персонала. Он как бы защищенный был и лучше работал. А для всех у меня просто лаптоп не открывает. Там мой ноутбук не открывает. Вот телефон открывает. А на ноутбуке пишет несоединенное, вернее опасное соединение, поэтому ограничено и вообще не дает пропуск. Все данные могут быть схищены. Я попросил у них другой пароль. Они внутри пользуются этим паролем, там защищенное соединение, и они дали, и вуаля, заработало хороший интернет, 15 мегабит в секунду. Вот. Единственное, что в номере чуть-чуть меньше сигнал, чем за дверью, так сказать. Но 15 ловит нормально, 15 мегабит. Ну вот такие шумные всегда стоят здесь, но уже как бы с этим свыкаешься, ничего здесь не поделать. Ну хоть стол есть. Такое среднее помещение, но нормальное, пойдет. Все есть. Кроме холодильника нету. Ну ладно. Побудем несколько дней здесь. Достаточно просторно. Не шибко, чтобы, но нормально. Это одна кровать сингл, а вторая большая. Ну такая. Medium. И почему-то есть книга в отеле. Библия для крестьян. Короче, люди не знают, где арендовать мотобайки. Приходится своими силами искать. В интернете нашел только один магазин, давал по набережной вот здесь. Хотим туда сейчас ездить. Я не уверен, скорее всего, там автоматик мотор не будет. Посмотрим. И так как я знал, требуется лицензия на управление средством. А у меня нет прав, ничего нет. Тоже обсудим, посмотрим. Ну, скорее всего, так и будет. Много магазинчиков есть с мотобайками, но в основном это на продажу.
все на продажу, только один нашел. Ну, посмотрим. Я-то хочу на острове взять, то есть взять дома и на остров приехать уже с мотобайком, если получится. Правда, на острове не нужно, наверное, а по городу нужно. Интересно здесь все-таки джипники. Ну и такси есть розовое. Вообще маленькие у них местные маршрутки, коленки практически друг в друга упираются, а там еще пройти надо, чтобы сесть между, протиснуться. Many people can. Go or the motorbike or the street? Or the street? Добираемся до места назначения просто. Ну, сегодня мы, скорее всего, не доберемся, уже темнеет, а закрываются здесь большая часть магазинов в 6 часов, даже в крупном городе. Только немногие круглосуточные, но это общепит. А мы вышли, как я понял, не там, еще нужно хорошо так проехать. И это все ради мотобайка, ради информации. В одном месте, только во всем городе можно что-то где-то взять. Короче, здесь люди вообще в картах не разбираются. Показывают все время в другом месте. И моя не разбирается в карте. Хорошо, я верю карте и иду по направлению. Нормально так, никто в картах не разбирается. Показываешь на телефоне. А они совершенно не туда указывают. Это я ориентируюсь, я-то живу в большом городе, я знаю, как пешком дойти могу. Пришли на какую-то улочку, ну, которая на карте указана, Палм-стрит. Но здесь тупик, и ничего подобного нету. Тупик здесь. Просто магазинчик какой-то. Не вижу, а здесь аренда мотобайка. Как по карте указана точка. Вот она спрашивает. Все указывают. Ну, видимо, недалеко, значит. Thank you. Not far. Where? Here. Where park only for customer. Maybe, but still here. Here? Maybe. I don't know. Room for it. Not motorbike. Where motorbike? Can ask here. Can ask here. Ah, yes, here. For rent motorbike. Here? No. Here, yes. Ah, yes. Here. I'm not sure.
Такое какое-то непримечательное место вообще. Напротив паркинг мотобайков. Может это? Yes, what with automatic. 550 per day. 550 per day. It's good. What? Okay. Pero maglakaw sa Talikod Beach ba? Okay naman. Okay, Okay. tapos kailangan ka lisensya diri no. Going to Likod Nakawala Beach. man na siya ano. Okay naman, basta na siya foreign. What license do you have? Me have car license, but I'm not take with me. I want to go to Likod. Likod not have police. Yeah, I mean, but you have a driver's license. No, ay wala kay Me have my country. I not sa take sa with me. ilahang lugar lang diri wala. It's okay. Just show me. Because here in the Philippines, if it's in English language and it can be read, it's valid for 90 days. So you can bring that. Can I see your? Passport lang naa siya. I mean, dili man gud mi mag-release kung wala jud siya driver's license, even abroad nga license, basta dala niya ang Ay physical. wala niya gid na. Naa sa ilahang country lang. Because we cannot give motorcycle if we never have ever released, because if you are caught, even if just within the city, because before you go to Talikod you are within the constriction, and then you will cross the bridge and then there will be police. That's 10,000 pesos and they will impound my motorcycle. 10,000. So you need license. Unless she has a license and she drives within the city and you drive in Talikod only. But we don't release units if there's no driver's license. But in Talikod don't have for rent motorbike. Yeah, and it's also very expensive there. There are in Babak, but it's very, very expensive. Gid siya maminaw kay ingnan na ako dili man gud ni siya Thailand sa Thailand pag gusto man gud ka dito og rent kay dito migikan ba. Pag gusto lang ka rent di ka wala kay lisensya niya diri. В общем, да, здесь оказалась эта точка с форент мотобайк. Но у меня с собой нет, я не взял с собой лицензию, у меня права на автомобиль имеются. Я их оставил у себя в России, потому что думал, что они не подойдут. Она говорит, без проблем, просто показать полиции или что-то. Для оформления мотобайка тоже требуется права, лицензия, чтобы она смогла дать мотобайк. Потому что если вдова, вообще не рекомендует кататься. Очень много пенальти, там штрафов за шлем, за сандали могут. На острове нормально. На острове, если бы я показал свою лицензию, автолицензию категории Б водительских прав российских, она бы сказала, да, это нормально. Она говорит, да, это нормально, и могла бы мне дать. Но я не взял с собой. А так она боится давать мотобайк. И еще, говорит, на Таликуде иногда присутствует полиция и тоже могут взимать штрафы. Иногда. Но там это уже лояльность. В общем, нужна карточка лицензии, автомобильная, российская, без разницы. На 19 дней разрешается. Так разъяснила женщина. И без проблем можно арендовать вот здесь мотобайк. У меня только прав с собой нету, я оставил в России автомобильные. Я думал, они здесь не подойдут, она говорит, не, нормально, оформила бы. Просто нуждается в том, чтобы я предъявил, показал оригинальные права. Ладно, приехали к дурянчикам.